Здравствуйте, друзья! Неужели вся Европа иммигранты из Руси? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Наталья Павлищева. Книга «10 тысяч лет русской истории». Вспомните, где больше всего наших R1A1? Правильно, в Индии, вернее на севере Индии, среди представителей высших каст и хранителей. Там, где до сих пор сохранились знания санскрита, хотя на нем не говорят. Причем здесь Индия? Откройте все же Махабхарату, а заодно и карту Паочья. Занятная картина получается. Казалось бы, кому как не русским ухватиться за книгу Тилака «Арктическая родина в Ведах». Кому как не нам от корки до корки изучить Махабхарату, Ригведу, Авесту, многие иранские памятники, рассказывающие о наших предках. В конце концов по строчке разобрать тех же Птолемея, Геродота, Плиния, с лупой отработать карту Меркатора. Не-не, нам и варягов хватит, которые, как известно, навели на бестолковой Руси порядок. Это у египтян пирамиды, у греков цивилизация, у римлян государство, а мы, как у Карамзина, все по уши в невежестве и дикости. Это сказаниям индусов можно верить, хотя они много столетий передавались от одного к другому устно. Ну и что в индийских ведах почти все о Руси, неважно, что египетские легенды о людях моря явно рассказывают именно о русах с их умениями. Неважно, что Геродот целую книгу посвятил Скифии и подробно рассказал, со слов участников событий, о неудавшемся походе Дария I Гистопса Ахеменида на скифов. Когда воспиталось это уничижение собственной истории, своего достоинства как народа? Почему мы можем ответить только тогда, когда нас сильно ударят, а заранее поднять голову, чтобы лишь встретившись взглядом не посмели и подумать об ударе не можем? Что за загадка у русского народа? Ну ладно, хоть индийским ведам верим. Если так, то давайте убедимся, что они много столетий назад рассказаны о наших предках. А для этого поищем Индию в России. Вернее, не Индию, а места, где жили, согласно Махабхарате, предки индусов. Кое-что я уже приводил выше, теперь попробуем копнуть глубже. Пересказывать сам эпос не буду, в нем 18 книг и великое множество трудных для нашего восприятия как названий, так и сентенций. Но вкратце кое-что придется почти процитировать. Итак, Махабхарата – Великая битва Бхаратов. Повествует о столкновении между Пандавами и Кауравами. Причем здесь Русь? Потерпите чуть-чуть. Начинается действие в столице страны Хастинапуре, то есть в городе Хасти. Ничего не напоминает? Да-да, оно самое, любимое мною Костенки. Противостояние двоюродных братьев Пандавов и Кауравов, между прочим из-за женщины, приводит к 18-летней битве при Курукшетре. Позже объясню почему, и подробное описание местности, в которой жили Пандавы и Кауравы. Много лет Махабхарату читали, изучали, цитировали, в том числе и российские специалисты. Но почему-то никому не пришло в голову сравнить ее с картой европейской части России, а именно Паочьим, Вологодчиной, Карелией. Первым, кто догадался это сделать, был, как ни странно, немец Шерер. Вернее, поговаривали об этом и раньше, но вполголоса, а он заявил громко: ему можно, он не наш. Сейчас Махабхарата, Авеста и многое-многое другое тщательно изучены с приложением к карте восточноевропейской возвышенности и с учетом изменившихся за последнее время названий. Вы помните, что в России весь 20 век увлекались переименованиями всего чего угодно, сначала в одну сторону, а потом обратно. Петроград стал Ленинградом, потом Санкт-Петербургом, Самара Куйбышевым и снова Самарой, Нижний Новгород успел побывать Горьким, Екатеринбург Свердловском и так далее. Попробуем и мы взглянуть на индийский эпос с точки зрения причастности его к российским землям. Уже привычно начнем с Костенок или того, что рядом с ними, а рядом славный город Воронеж. Открываем Махабхарату. Одним из 7 священных городов древних ариев она называет город Варанаси. Это был город учености и столица царства Каши, что значит сияющего. По Махабхарате он был основан более чем 12 300 лет назад и располагался на реке Варане. Варана означает лесной слон.
Мамонт? Неужели это про Воронеж? Никто не знает действительной даты его основания, но он не на реке Варане. Тут на помощь приходят старинные карты. Оказывается, до 18 века река Воронеж называлась Великой Вороной, была полноводной, даже полноводней Дона в этой его части, и судоходной. Согласно эпосу, рядом текли реки Аси, Кавери и Дева. А неподалеку Вайдурья. Дурья – это гора. И стояли горы Дева-Сапха, Сапха-Сопка. Смотрим карту. У Воронежа текут реки Усмань, Каверье и Девица. А также есть Бай-гора и стоят холмы Девогорье. Впечатляет? Незабытые Костенки. По Махабхарате рядом с городом Варанаси был расположен город Хасти, ставший в 3102 году после битвы на Курукшетре, Курском поле, столицей ариев. Махабхарата помещает 7 стран со священными столицами на землях между Гангой и Ямуной на Курукшетре. Каких только хвалебных эпитетов в Курукшетре нет в эпосе. Прославленная Курукшетра. Все живые существа, стоит только прийти туда, избавляются от грехов. Кто поселился на Курукшетре, тот никогда не узнает печали. Хотите на Курукшетру? Да ради бога! Сколько там стоит билет от вашего города до Курска? Прибавьте еще автобусный билетик до Курского поля, и вы практически в раю. Вполне по карману, если, конечно, не с восточной окраины Чукотки. Курукшетра в дословном переводе и есть Курское поле. Тогда что это за Ганга и Ямуна? Ганга – это Ранха, Ра по разным индийским источникам. Когда-то так называли Волгу. В эпосе Ямуна – единственный приток Ганги с юго-запада, второе название которого Кала, а в среднем течении ее зовут Вака. Ищем на карте. Единственный приток Волги с юго-запада – Ака. У притоков и протоков, которые множество ям в основе. Ям, Ямна, Им. Аку в среднем течении жители называют Вакой, а устье – Калой. С чего бы? Еще один из 7 священных городов ариев – Матура, который располагался на Курукшетре к востоку от Ямуны. Чтобы захватить город, Кришне надо было сначала овладеть 5 возвышенностями в его окрестностях. Такого города сейчас нет, но у Липецка в реку Воронеж впадает река Матыра, а сам город с севера охраняют 5 возвышенностей. Может, археологам стоит поискать и Матуру? К северу от страны Пандии, что на берегах Варуны, находится страна Мартиев. И сегодня к северу Панды и Вороны лежат земли Мордвы, Мартвы, как звали народ раньше. А между Ямуной, Акой, Синдхом, Доном, Упаджалой, Упой и Парой, согласно Махабхарате, жили Авантии. Именно так, Вантит, Авантит, называли некогда арабские купцы Вятичей. В стране Синдху жил народ Саувиры. Саувирами до 15 века звали русских северян. Под этим именем их упоминает и Птолемей. Но и до сих пор прибалты всех русских называют Криви, воинственный народ Криви из Ригведы. А как вам реки Кава-Каурья, на санскрите Кава – пища, приносимая в жертву предкам, Сухой Каурец, Малый Каурец, Большой Каурец, Каурский, Кауров. Продолжим. Махабхарата сообщает о великом мудреце Нараде, жившем на севере и служившем передаточным звеном между богами и людьми. Где жил? Сейчас увидим. Самая высокая точка Северного Урала – гора Народная. Но Народная она стала только в честь десятилетия Октябрьской революции, а до того много столетий была Нарадой. А вот предок людей Ману после потопа пристал к Акной Карарату к склону горы, который в честь него и назвали склоном Ману. У этого Ману была женой простая женщина по имени Ила. На Северном Урале рядом с горой Манарагой течет река Ила. В давние-предавние времена великий мудрец Каушика во время сильной засухи обводнил почти пересохшую реку Пару, впадавшую в Ямуну. Жители переименовали реку в его честь Каушикой. Но их благодарность оказалась недолгой. Стоило мудрецу отбыть восвояси, как реку снова стали звать Парой. В Ямуну, Аку, и сейчас впадает река Пара. Думаете, только в Паочье такое? Двинемся на север. В одной из земель ариев правил могущественный царь Сагара.
Как водилось, у него было все, кроме счастья. И не хватало бедолаге обыкновенного потомства, ни одна из его многочисленных жен родить не могла. Как же царю да без царевича, а то и нескольких, отправился Сагара на гору Кайлас, к Шиве молить о даровании потомства. Шива снизошел и одарил 60 001 сыном. Будет знать, как просить. Но царь нашел применение своим столь многочисленным отпрыскам. Сунул в руки по лопате, и они прорыли канал до самого моря. Сейчас назову места, и вы поймете, что этот канал позже повторили только не сыновья, но труженики другого могущественного правителя. Канал был от Онежского озера до Белого моря, аккурат на месте нынешнего Беломора-Балтийского. А деток тех божественный мудрец Капилла огнем пожег, чтобы в дела природы не вмешивались. В Волонецкой губернии в начале прошлого века были Сагаров ручей, Шива ручей, Ганеш, и сейчас есть река Падма, второе имя супруги Шивы Парвати, что означает «кувшинка». А еще Ганг-река и Ганг-озеро. Профессор из Индии, приехавший в Вологду и не знавший русского языка, через неделю отказался от переводчика. «Я и сам достаточно понимаю волокжан», – заявил он, поскольку они говорят на испорченном санскрите. Как могло случиться, что в России на севере есть множество рек с индийскими названиями? На территории севера сохранилось громадное количество названий рек, озер, которые переводятся только с санскрита. Волонецкая область. Река Шива, Ганеш, Падма, Лотосовая, Ганг. Архангельская область. Река Ганг, река Двина, в переводе с санскрита двойная. Вологодская область. Река Сухана, в переводе с санскрита легко преодолимая. Рассказывая о древних временах, Махабхарата сообщает, что длина гор Меру или Хару равняется в пересчете на современные измерения 1600 километров, и на западе они заканчиваются местностью Гандхамадана, язык сломаешь. Но если от горы Народной вы помните, что она вообще-то Нарада, прогуляться на запад по малопримечательным северным увалам, о них речь впереди, то попадем в Карельское Заонежье. В районе северных увалов есть Харова гряда, Мандара, Мандорова, берет начало река Мера. А на другом конце в Заонежье озеро Гандамадана и гора с таким же названием. И тот же Сагаров ручей рядом. Впечатляет? Перебирать можно очень долго, просто под копирку совпадают названия рек и озер, гор и холмов, народов и временами городов. А мы помним, что чаще всего переименовывали именно их. Выходит, индийский эпос действительно рассказывает о событиях, происходивших с их предками на территории Синей Руси? Свои же люди, у них и гаплогруппа совсем наша. И говорят они практически по-русски. Или мы на санскрите. Это почти все равно. Хотите убедиться? Пожалуйста. Привожу слова по-русски и по-ихнему на санскрите. Первый. Пурва. 2, 2, 2, 2, двое, двая, 3, 3, третий, трита, 4, чатыр, четверо, чатвар, четвертый, чатуртха, самый, сама, тот самый, татсама, свой, сва, тот, тат, твой, тва, этот, который, катара, переплыть, пероплу, проплыть, проплу, чашка, чашака, носик, носика, дева, деви, небо, напха, дверь, двар, небеса, непхаса, простор, простара, огонь, агни, дом, дам, пена, пенха, напиток, питу, работа, рабат, когда, када, тогда, тадо, всегда, сада, нет, нед, новый, нова, светлый, швета, ногой, нога и так далее. Ну что, едем в Индию? Там наши люди, арии, между прочим. Будет с кем поболтать, не утруждая себя. Думаете, у нас одних? Нет, нечто похожее и со шведами. У них нет совпадений с расположением географических названий и событиями.
Зато многие названия рек и даже имена конунгов из скандинавских саг легко объяснимы на санскрите. Река Арна на санскрите – волна, поток. Озеро Арней – морской. Озеро Арии – святой. Река Ван – вода. Сира – поток. Пула – отмель. Конунги – ахни, огонь. Ангар – огненный. Кари – исполнительный. Сван – шум, грохот. И названия народов тоже. Готы – это воин, боец. Гунны – нить, тянущаяся. Саксы – соединенные. Франк – направленный вперед, крайний на санскрите. А теперь вспомните, что у древних фризов и данов язык практически совпадал с древнерусским. Получается, что история Синей Руси все же есть, только унесена она за тысячи километров от самой Руси на полуостров Индостан. Тогда стоит переосмыслить события Махабхараты, Ригведы и других источников применительно к русской равнине. Это сейчас активно делается, уже есть немало публикаций подобных попыток. Возможно, со временем нам приоткроются и старые знания, спрятанные в собственных источниках, когда поумнеем. А пока попробуем еще раз почитать Махабхарату. Именно так, применительно к Курскому полю и гиперборейцам, заселившим русскую равнину. Тем более, именно там начинался четвертый, самый худший этап в развитии человечества. По мнению той же Махабхараты, Кали-юга – эпоха мрака. Началась она в 3012 году до нашей эры на Курском поле и длится примерно 5000 лет. Почему эпоха мрака? А что еще хорошее могло начаться со страшной междоусобной войны между двумя претендентами на престол Руси? В 18-дневной битве между потомками Куру и Панду приняли участие все известные по тем временам народы Руси, и практически все погибли. Не буду подробно пересказывать все перипетии Махабхараты, это для нашего глаза слишком утомительно. Вкратце все сводится к борьбе между двоюродными братьями, выросшими и воспитанными вместе. Борьбе до полного уничтожения с применением всевозможных пакостных способов воздействия на противников. Победу одержали северяне Пандавы, только какой ценой? Было нарушено единство Руси, и с того времени началось противостояние леса и степи, стоившее многих жизней каждый век. Согласно Велесовой книге, много столетий позже князь Бус-Белояр будет убеждать сородичей, что их погубит разъединение и война брата с братом, а спасти может только единство. Такие речи актуальны всегда были, есть и будут. Как и во времена Буса-Белояра, к ним никто не прислушался. Русь потеряла свою силу и начала активно разваливаться на отдельные роды, отправлявшиеся в разные стороны искать счастья вне родных пенатов. Если действительно погибли пусть не все, но очень многие мужчины-воины, то неудивительно, что на огромной территории возник матриархат. Именно так характеризует устройство Сарматии. В Ирландии и Скандинавии существует предание, рассказывающее, что эти земли когда-то заселялись людьми из причерноморских степей. Мало того, в скандинавских сагах Скифия называется Великий Свитьет, а сама Швеция – Малый Свитьет. Так что скандинавские и британские кимвры – ушедшие искать новые места поселения киммерийцы. Эти данные соответствуют по времени великому послевоенному исходу русов во все стороны. Если уж что и называть великим переселением народов, то именно расселение с территории Руси разных племен, образовавших множество новых народов и позже государств Европы. Есть выражение, мол, поскреби любого русского, получишь татарина. Кстати, генетиками доказано, что это не так. Сколько ни скреби, русский останется русским. Татарских маркеров у нынешних русских нет совсем. Пожалуй, так можно сказать и обо всех европейцев. Поскреби любой народ, докопаешься до русов. А вот это верно. Наш маркер R1A1 в огромных количествах обнаруживают у тех же ирландцев и сканов. Получается, что практически вся Европа – иммигранты из Руси. Но как же этого не хочется признавать западникам? Поэтому и лепят Горбатова, старательно не замечая все, что работает на такую версию. Они замалчивают, а мы раскопаем. Автор статьи – Наталья Павлищева, книга «10 тысяч лет русской истории». Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи.
Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.